Если вы не играли в серию игр про рыбку Фредди, то, возможно, видели скриншоты или чувствуете странное тепло в груди при одном их виде. Как будто вы их знаете. И это не случайно. Персонажи этих игр напоминают героев мультфильмов Disney и прочих. Такие же милые, живые, с большими выразительными глазами. Эти игры создала студия Humongous Entertainment, основанная в 1992 году Роном Гилбертом и Шейли Дэй. До этого они работали в LucasArts, где Гилберт был настоящей легендой. Именно он стоял за культовой серией Monkey Island. Поэтому, казалось бы, его идеи должны были цениться на вес золота, но нет. LucasArts в начале 90-х начала делать ставку на более взрослые проекты. Экшен, 3D-графику, кровь, жестокость и, возможно, даже обнаженных рыбок. Гилберт с этим был категорически не согласен. Он верил в квесты, причем ориентированные на детей. А вот про детские игры на рынке тогда почти никто не думал. Их бизнес-план был до гениальности прост. Вместо ширпотреба для детей, которым наводнен рынок, делать качественные, добрые, умные игры. Без насилия, но с интересными задачками и элементами реиграбельности, чтобы детям хотелось проходить их снова и снова. К 1994 году команда осознала, что их ключевые фишки — это красочная 2D-анимация, головоломки с вариативными решениями и, внимание, полноценная озвучка персонажей. Результат — Freddy Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds разошлась тиражом в 2 миллиона копий. В 1996-97 годах Humongous Entertainment росла невиданными темпами. На свет появились Spy Fox, Freddy Fish 2 и другие хиты. И тут внезапно предложение о покупке студии за $76 миллионов от GT Interactive. Соблазн был велик. Сделка состоялась, но стала роковой. GT Interactive к 1999 году оказалась на грани банкротства, а Humongous перепродали Atari. Дальше все пошло по наклонной. Atari, как и LucasArts до них, решила, что детские игры — это невыгодно, и начала резать бюджеты. Разработчиков увольняли, а когда наконец появилась Freddy Fish 4 и 5, фанаты разочаровались. Кроме увеличенной продолжительности, никаких нововведений не появилось. Последний гвоздь в крышку гроба. А что же рыбка Фредди? Она девочка, кстати, и живет себе, поживает. Все на морях ее любят и уважают. Например, у пеликана, одного из многих исключительно друзей. Она по приколу и буквально выпросила цветы, а он, конечно, как настоящий друг, подарил их. В итоге Фредди их через секунду, конечно, не выкинула, но передарила угрюмой знакомой черепахе и бабушке Группер, местной фермерше, которая попала в беду, помощь которой станет первым приключением. Кто-то взял мой сундучок. Тот самый, в котором ты хранишь редкие семена водорослей? Да, Фредди, посмотри, что с моим садом. Мои растения умирают. Пока мы не найдем мой сундучок, у нас не будет еды. Фредди, понимая, что похищение семян – дело серьезное, учитывая, что все в городе дуреют с прикормки бабушки Группер, взялась за раскрытие этого загадочного дела, как бы объясняя нам, за что ее так любят окружающие. Первым делом Фредди для просьбы о помощи нужно стало встретиться со своим доктором Ватсоном, абсолютно адекватным и разумным другом Лютером. Лютер при встрече сразу стал биться головой в попытке совершить сальто, или что-то в этом роде. Тем самым лишь заявил свою гениальность, стряся со скалы, о которую бился, бутылку с подсказкой о поиске семян, написанную и спрятанную ворами, чтобы не потерять в итоге сундук на месте его хранения. Поиск бутылок с этими записками сразу становится приоритетной задачей, что продлится почти всю игру, с перерывами на помощь простым прохожим. Например, матери, уронившей сыночку в пещеру. Мой хвостик придавило камнем. Что же делать? Габи, не волнуйся. Надо поднять рычагом. И другим вечно страдающим обитателям глубин. Мрачная обстановка, в общем. Если задуматься, это ощущение можно и развить. Например, одна из локаций в игре — это скелет кита, что героев не смущает ни на секунду. Судя по всему, это норма. Мало того, для Фредди легко сразу после, просто для доказательства самой себе, без особого проку, стала решать математические примеры от учителя морской звезды, живущего, знаете где? На месте, которое тоже добавляет мрачности, недалеко от свалки. 42. Верно. Тем временем воры в лицах двух акул из-за отсутствия записок приняли факт потери украденного сундука и пошли сдаваться своему боссу, великому кальмару. Давай вспоминай. Великий кальмар доверил нам спрятать украденный сундук с семенами. Ну послушайте, великий кальмар. О, только не это, он выпускает чернила. Пока воры по приказу выплывали за новой попыткой найти сундук с семенами, детективы наслаждались культурным мероприятием, что станет традицией в серии игр. На этот раз рыбки посетили театральное представление Великого Вилли.
После Фредди и Лютер найдут последнюю и ключевую записку, указывающую на конкретное местоположение семян затонувший корабль, у которого они повстречали пожилого пирата, знавшего о судне этом немало. Когда-то в нем хранились сокровища, а в отсутствии стражи вокруг бегали моряки, лазая по обломкам, нередко ломая спины в отсутствии шеи. Однако множество богатств были похищены проворными слугами Великого Кальмара. Раньше пират по монетке себя обеспечивал, теперь же он старый, и все, что у него есть, это банджо и больные плавники, отчего он не может свободно плавать. В обмен на свою банджо он предложил нам сделку — найти для него костыль на затонувшем судне. Для него теперь это настоящее сокровище, как и в свою очередь музыкальный инструмент другому деду-пирату, уже живущему на корабле, ведь старая его музыкальная шкатулка сломалась, деталь от которой после обменов наконец помогает открыть проплыв к похищенным семенам, куда секунда в секунду приплыли и акулы, очень сурово начав качать свои права, пока Фредди не сказала: «Мы все помрем без прикормки, давайте делиться хотя бы». Подождите, у меня идея. Мы же можем поделиться семенами. Отличная идея, босс. Хэппи-энд, и да, не будет для вас это спойлером, как будет в каждой игре. Направляясь в школу, Фредди встречает чуть опоздавшего Лютера из-за того, что он хотел найти у себя дома игрушку Командора Треску, чтобы рассказать о нем в классе. По пути они разговаривали о своем увлечении школой. В общем-то, среднестатистическое электричество, в общем-то, обычные мальки. Лютер, ты сделал домашнюю работу? Конечно, Фредди! Фредди, а в школе иногда бывает интересно. Лютер, учиться всегда интересно. Добравшись до класса, ребята не нашли своих одноклассников, ведь те прятались от призрака, что украл их игрушки. Тот пришел на зов во время разговоров о сложившейся ситуации и украл к тому еще и игрушку Лютера. Фредди является скептиком, не работающим на ТНТ, поэтому отвергает идею о реальности призрака. Не думаю, что это настоящий призрак. На свете не бывает призраков. Мы с Лютером найдем того, кто пугает рыбок, и вернем игрушки, которые он забрал. Удачи тебе, Фредди. Учительница, судя по всему, уважает модель обучения Джона Киттинга, раз разрешила двум малькам во время урока шарахаться по школе, по которой шастают преступники, а потом и по городу. Когда ребята заметили, как призрак направился в школьный подвал, они мгновенно решили последовать за ним. К счастью, ничего страшного не произошло. Неуклюжий призрак уронил игрушку Лютера и вскоре исчез, пообещав вернуться. В это время Фредди начинает разрабатывать план по поимке потенциального игрушечного вора-рецидивиста, которым оказываются те самые акулы, работающие на Большого Кальмара. Ты ничего странного не слышал? Это же не призрак. Да ведь не призрак. Мы сами призрак, ты понял, моллюск трусливый? Подобрав оторванную ткань от костюма призрака, ребята окончательно убеждаются, что призрак — это кто-то в маскировке. Для успешной ловушки им нужно будет найти в подводном городе 5 предметов: трезубец, коробочку с механической рукой, руль, веревку и пробку. Последняя была прямо в школе и не давала воздуху в трубе выйти. Нужно было что-то найти, что могло бы заменить пробку, чтобы не засушить соседей. Так что, захватив с собой со склада учебник по морским узлам, ребята выплыли из школы, отправившись изведывать окрестности. Первое, что попалось друзьям на пути, это кинотеатр. Решив изведать, вдруг там что-то есть нужное, они разочаровались, ничего не найдя, но остались посмотреть все премьеры. Как только я попадаю в кинотеатр, мои плавнички начинают дрожать от волнения. Лучшей просмотренной картиной стал хоррор о графе Барракуде. Также история о Дон Кит Охе. И, конечно же, проклятие сардин. Также была неплохая картина про Рим, вероятно, которая принесла вдохновение ребятам отправиться на развалины чего-то похожего. Там в руке у статуи они нашли трезубец. Чтобы его достать, пришлось подвинуть мозаику с рисунком, не собрав ее. Почувствовав себя виноватым за пренебрежение к чувствам разработчика, я решил все же пройти мозаику и стал двигать квадратики. Однако в итоге забил на это, отдав хотя бы дань уважения. После, приплыв к скату Рэю, барыжащему древними забытыми технологиями, ребята понимают, что им нужна круть-верть-тяни-хватайка. Очень хорошая вещь, смею вас заверить. Лютер, эта вещь нужна нам для ловушки. Она не так уж дешево стоит. Но для вас у меня есть специальное предложение. Я обменяю ее вам на какой-нибудь старый кубок.
Я думаю, мы можем найти старый кубок. Конечно, Фредди уже знала, где найти кубок. Она как раз хотела забрать свой из Зала Славы. Однако он был за стеклом под кодовым замком, на котором была записка по вопросам обращаться к мистеру Триплаву. Если мы покажем мистеру Триплаву эту карту, он даст нам комбинацию. Лютер, ты гений! Я знаю! Заплыв в самую дальнюю часть города, ребята находят Триплава. Тот оказался ковбоем на пенсии, который подозрительно много знал о замках. Вероятно, в лихие времена был слесарем-замочником. Прошу прощения, но я не мальчик. Я девочка. Ой, совсем запутался. Стар я стал. Спасибо за комбинацию, мистер Триплав. Завладев кубком, Лютер проявляет свой перк – темщика, просто на мгновение представив, сколько можно получить за такую рюмку. К его разочарованию Фредди объяснила, что суть кубков заключается в том, что они сделаны из жести, и их ценность лишь в воспоминаниях о победе в каком-либо событии. Оплатив круть-верть тенехватайку, ребята отправились к последнему месту, к самому глубокому, где были, к подводной лодке. По пути их остановили акулы, решившие напугать, не думая, что мальки смогут дать отпор. Имей в виду, призрак сделает из тебя рыбные палочки. Я не медуза. Этим меня не испугаешь. А вот меня вполне испугаешь. Ну, мы вас предупреждали. У затонувшей подлодки вновь воцарилась мрачность. Неподалеку отдыхал капитан Шницель, который разрешил забрать веревку, привязанную к якорю, так как сам не мог бы этого сделать. Он не знал, как развязать такой узел, хотя был опытным моряком. А вот с помощью школьной книги мальки распутали с легкостью, так же, как и свои дела. А если бы они не учились в школе, смогли бы они так? Конечно же, да. Позже, заплыв в подлодку, ребята находят руль и скручивают его. Лютер также замечает масленку. Как тебе это нравится? Я это называю мокрый вид. Просто подтолкни сюда это масло. Последним делом они находят по пути к старым развалинам трубу, что подошла бы для замены пробки в школе. Однако произошел форс-мажор при попытке ее взять. Охотящаяся черепаха, пока пикировала за червяком, влетела головой в трубу и застряла. Мне всегда было интересно, что произойдет, если сунуть голову в трубу. Теперь я это знаю. С этой проблемой помогает ранее найденная масленка. Ой-ой-ой! У него нет головы! Мы что, оторвали ее? Здесь ее нет. Бедный Такер! Надеюсь, он сможет жить без головы. Мы так старались снять с него эту трубу. Конечно, смогу. Просто я спрятал голову в панцирь. Спасибо вам, рыбки. Заменив пробку трубой, у Фредди и Лютера стало все собрано для ловушки. Как раз в этот момент акулы плыли отчитываться великому кальмару о своих промахах. Да, великий кальмар, мы знаем, что у тебя никогда не было игрушек, но... Но мы не сможем взять ни одной игрушки, пока рыбки не выйдут из школы. Но рыбки все еще в школе из-за этой рыбы, Фредди. Собрав очень мудреную, но все же работающую ловушку, призрак ловится в нее, ведь клюнул на игрушку Лютера, выполняющую роль прикормки. Давай, Лютер. Эй! Сняв маску с призрака, ребята узнают акул, что раньше пытались украсть семена. Они, как и в прошлый раз, работают по отработанной схеме. Когда вас раскрыли и сказали, что это плохо, просто согласитесь и делайте вид, что вы просто тупенькие. Ведь сидеть в морской тюрьме не хочется. Заключив, что кальмару не нужны игрушки, рыбка забирает хабар акул, но очень импонирующий преступникам с большого течения Лютер из жалости, что кальмар злой от одиночества и отсутствия игрушек, отдает своего командора Треску в подарок кальмару. Когда же украденные игрушки одноклассников были возвращены, учительница очень радуется, очевидно из-за того, что Фредди пришла слишком поздно, и целый день ей не приходилось работать. В отличие от прошлых приключений, найденных случайно на рыбьи головы, в следующую авантюру втянул Фредди Лютер. Но, конечно же, не специально, ведь кто мог знать, что за день до праздника дядюшка Лютера Бленни будет безосновательно обвинен в краже Великой Раковины, главной реликвии праздника, ведь он был ее хранителем, а потому все фиш-доги были
спущены на него. Так еще и сам праздник День Основателя может не состояться, на который как раз дядя Бленни пригласил Лютера с его подругой. Удивительно, конечно, что в сказочном подводном мире возникает нарратив о несправедливом обвинении. Ну, типа, сценаристы имеют в виду, что персонаж не крал раковину, значит невиновен, но это все равно как бы была его ответственность. Так что содержание под стражей до выяснения кажется обоснованным. Однако, если задуматься, то становится очевидным, насколько это все нелепо. Как можно оправдывать несравнимо жестокое наказание для рыбы, которая, возможно, стала жертвой обстоятельств, в то время как настоящие разбойники и разбойники-рецидивисты из прошлого свободно расплывают по улицам. Для дуэта детективов было очевидно, что дядя Лютера не мог быть вором, ведь он пригласил Лютера отпраздновать День Основателя, а праздник невозможно провести без раковины. Все логично. Поскольку полиция не проявляла активности, дядя начал размышлять самостоятельно и собрал свои мысли в материалы для расследования. Он придерживался теории, что тот, кто украл раковины, потерял 3 хрупко держащихся рожка. Если их найти, верный, но пожилой пес Согги мог бы учуять и основную часть. Поигравшись, как и любые мальки при доступе к программе по созданию фотороботов, рыбки отправляются искать рожки. Первым делом они вышли на водопад, что из-за своей стремительной воды был преградой для юных рыбок. Поняв, что можно выкопать бревно и сделать из него защитный туннель, они принялись за дело. Меня осенила отличная идея! Это старое бревно может помочь нам преодолеть водопад. Хотелось бы, чтобы такие идеи осеняли тебя почаще. Вскоре ребята находят одну из подозреваемых – кальмарку Роззи. Она выступает как организатор своего шоу, имея популярность в театре. Виновной себя не считает, предполагая, что это Гилла, акула, работающая зазывалой. Мы знаем, что это вы украли великую раковину. Не торопитесь с выводами, красавчики. Почему вы думаете, что ее украла я? Ну, мы знаем, что... Ну, я не знаю. Я просто подумал, что вы сознаетесь, если мы прямо обвиним вас в воровстве. Это шоу, безусловно, можно было бы назвать, извините меня, трэшем. Особенно если сравнивать его с тем, что Фредди видела на великом шоу Вилли. Единственными светлыми моментами выступления стала красивая танцующая островитянка, которая привнесла в атмосферу немного яркости и грации. А вот важный рыб, который рыгал на сцене, стал скорее комичным, чем впечатляющим элементом. В целом, шоу оставляет желать лучшего. Приплыв к следующему подозреваемому, галантному портному Пьеру, мы обнаруживаем его в процессе продолжительной работы. Пьер с увлечением занимался пошивом костюмов для предстоящего праздника. Однако, несмотря на его уверения, подтвердить его слова никто не мог. У меня нет времени на всяких зевак. Ах, задавак? Ты слышала? Нас назвали задаваками. Лютер, не задаваками, а зеваками. Вот я глупый. Выплыв на поверхность к пляжу с большими гроздями бананов на пальмах, ребята увидели среди них первый рожок, однако добраться до него не было возможности, пока они не встретили обезьянку Мадженту. Ее лодка оказалась повреждена, и ребята пришли на помощь, устранив течь и заштопав парус, который порвал Лютер. Благодаря их усилиям Маджента наконец смогла добраться до своего чудо-острова. Ух ты! Какой прекрасный остров! И такие красивые банановые пальмы! Самое меньшее, что она могла сделать за помощь ребятам, это достать рожок. После Фредди и Лютер встретили целых 2 подозреваемых. Это был иностранец с неправильным разговорником. Вы приехали к нам на праздник? Мой рубашка мокрый. Кажется, этот разговорник придуман людьми, которые не знали наш язык. И Омарчик, президент клуба Громил. Последний не хотел сотрудничать со следствием, зажав фонарик, очень нужный нашей рыбке Фредди для поисков. Понимая, что с этими 2 нечего было сделать, ребята встречают акулу Гилла. Он завлек их в парк развлечений. Язык мой, враг мой. Что это значит? Думаю, это значит, что лучше не говорить того, что может привести к неприятностям. Лютер, я никогда не замечала, что ты такой умный. Да я еще и не такое могу. Не говоря уж о моем таланте попадать в неприятности. После чего в музыкальной комнате, поиграв мелодию, они выбили золотой рожок, что мешало инструменту по-настоящему играть. Мое мнение таково. Этот ящик взломать очень трудно. Я не спрашивала твоего мнения. Теперь можно просто поиграть, и мы постарались даже сыграть некоторые мелодии. Предлагаю послушать, и если поймете, угадать, что это такое.
Во время музицирования детективов нам показывают кат-сцену жителей городка, переживающих из-за возможной отмены праздника, подкидывая переживания о том, что вообще-то счет на минуты идет. Поэтому детективы поплыли дальше играть уже на аркадном автомате. 4 в ряд, а можно и не очень в ряд, который в очередной раз источает мрак. Ведь от маляков требуется кидаться братьями меньшими и идеологическими врагами с суши друг в друга. В случае неудач их трупики сразу отправляются подсыхать, ожидая поваров, а в случае правильных бросков падают в бездну, давая очки, набрав некое количество которых, Фредди получила в приз кривое зеркало, которое окончательно разжижает мозг начальника клуба Громил, который, увидев свое отражение, с позором сдается, разрешая забрать его фонарик. С помощью него можно стало в одной из темных пещер найти последний рожок. Собрав все 3, берется след вора с помощью старины Соги. Почему-то нужно было именно 3 для вынюхивания. Скорее всего, это связано с X3 количеством молекул. В любом случае, собачка приведет к вору в затопленную ацтекскую пирамиду. Тот был проворным и легко смог всплыть по узким проходам вверх по сооружению. Но вместо того, чтобы сразу преследовать его, пришлось вернуться к лютеровской особенности – клептомании. Он решил с ничего украсть драгоценный камень, по наивности не подозревая об опасности и последствиях. Видимо, фильмов мало смотрел. Положи камень на место, Лютер. Лютер! Ой! Не волнуйся. Я найду способ освободить тебя, чтобы ты положил камень обратно. И поймаем вора. В итоге вора будет искать Соги, а Фредди потратит это время на спасение своего друга, воришки-балбеса. Цитата. «Я должна сделать все, чтобы спасти Лютера». Соги, к сожалению, воришку не догнал и не съел, но напугал знатно, заставив сбросить мешок с раковиной и уликой, приведшей в итоге к нему. Это был микрофон. Исходя из того, что мы нашли, вором является Рози. Вы украли раковину. И в очередной раз дедуктивный метод рыбки Фредди и Лютера безупречно срабатывает. Рози обвинили в неправомерной краже великой раковины. Она была приговорена к 4232 часам общественных работ по развлечению грустных рыбок. Дело закрыто. Летом, как и многие другие дети, Фредди и Лютер Кинг в путь держали на ранчо сестры Фредди, Салли, в батраки сдаваться, или, как это тут называется, учиться ухаживать за морскими свинками. По-моему, жулик – самое смешное слово, которое я слышал. А что оно означает? Я не знаю. Какие интересные у нас каникулы! Однако по прибытии оказывается, что Салли осталась без свиней. Их похитили какие-то бандиты, так что рабство отменяется. И вместо веселой фермы начинается, кто бы мог подумать, очередное приключение. Детективы первым делом решили сплавать в ближайший город и опросить возможных свидетелей или подозреваемых там. Первым среди таких оказался кузнец Нельсон, который с особым трепетом и вниманием относится к качеству своих фирменных пряжек. А также, видимо, решил начать следить за своим здоровьем, ведь делает себе в свободное время гантелю. Вы уверены, что совершенно ничего не знаете о ворах? Вы не замечали ничего подозрительного в последнее время? Нет, я уверен, что ничего такого не знаю и не видел. Также у него есть сын, о котором кузнец, как мы можем предположить, посчитал необходимым упомянуть для отвода подозрений, но это не произвело впечатления на детективов. Вторыми опрашиваемыми стали старички-осьминоги. Все, что они делают целыми днями, так это, качаясь на креслах, плюются чернилами в горшочек, что вызвано, скорее всего, употреблением ими жевательного табака. Воры, укравшие свинок. Мне это кажется очень подозрительным. Тусовались восьминогие у салуна, в котором к тому времени клиентов уже не было. Но явно наши пациенты тут были совсем недавно. Персонал салуна днем состоит из барменши и музыканта, играющего на фортепиано. Поэтому посчастливилось, что записка преступников на клочке бумаги, похожая на мусор, не была прибрана. На ней было накорябано уведомление о месте встречи и хранении украденного. Это, оказывается, корабль с люком на кодовом замке. Запомни код и съешь записку. 4, 7, 3. Думаю, это потеряли воры. Почему же они не съели записку, как в ней написано? Потому что она бумажная. Тут же ребята перед уходом опробовали новую приспособу а-ля музыкального аппарата из закусочных, но показывающую фильмы. Просмотрев все, определились 2 фаворита. Неплохой Водорослетти Окулестерн, хороший, плохой, тяжелый. И самая юмористическая картина, которая, по моему мнению, могла бы забрать коралловую ветвь. Вечер музыки.
В остальном салон в дневное время – скучное место. Допросив работников, подозреваемым мне показался лишь пианист, противовес барменши. Ой! Все равно спасибо. Оказавшись у затонувшего корабля и введя нужный код к люку, он отвалился, скорее всего, державшись ранее как раз на замке. Конечно, падение было шумным и привлекло бутафорского, как бы это странно ни звучало, сторожа-вора из его комфортной чильни. Просто дверь снова упала. Ну, теперь придется охранять ее самому. Пожалуй, мне удобнее будет сидеть на страже, а не стоять. Сразу из проплыва стали слышны беспокойные хрюканья свинок, желающих спастись и вернуться к своей хозяйке. Какой ужас. Фредди, а теперь я могу съесть эту записку? Что ж, думаю, она нам больше не понадобится. Сторож оказался не самым простым люкозаменителем. Он решал, кого пропустить, а кого нет. И решал не просто по знанию в лицо соучастников, но по соответствию воровской моде. Чтобы пройти, нужно раздобыть лук вора, состоящий из шляпы, ленточки на шею и ремня с пряжкой, на котором изображена буква «Л», что, конечно, не означает лузер, а скорее всего лутер или лаубрейкер. А так как на вас нет этих вещей, вы не воры, я вас не пропущу. Ладно, спасибо. В маленьком городке вроде Брайни Галча одеться модно и не стать преступником – настоящая задача. Поэтому впервые за все игры при прохождении произошли события, которые можно назвать эпохой великих затупов. И продолжилась она 80 минут. Начались поиски с ленточки на шею. Она есть у музыканта Сахары Слима, способного владеть, но не имеющего губной гармошки. Он нативно об этом сообщил в своей песенке. Продал гармошку, вместо нее осталась лишь старая лента. Где найти мне крошку, последнюю радость бродяги Канта? Вы обменяли свою гармошку на ленточку? Да. Типичный Чапик, и можно было бы посмеяться над его глупым поступком, но Фредди и Лютеру придется искать замену легально обмененного музыкального инструмента, чтобы получить ленточку. Замена находится в одной из 1000 пещер, вход к которой загородил иглобрюшонок. Подходя к нему, он из-за рефлексов раздувает себя и застревает. А судя по всему, чувство застрятости им овладело настолько, что он не может двигаться, даже когда маленький. Вытащить его удастся, поперчив его нос черным перцем. Он чихнет и освободит путь. Насколько это повредило здоровью бедняжки и остался ли он вообще живым, история умалчивает. Великолепно! Эй, возьмите взамен эту милую ленточку. Спасибо. Чтобы получить еще кое-что, нужно поговорить с шерифом Макревитом, который с позором прятался под гигантской по его меркам шляпой из-за того, что у него украли звезду, во время того, о чем говорить мы не будем. Поддельная звездочка из Дарквеба заложена в одну из пещер, которую невольно охраняет розовая акула, все-пожирайка. Она грызет все, что движется, а все, что не движется, движет и грызет. Ее можно отвлечь жвачкой, потому как все предметы, кроме нее, она кушает с невероятной скоростью и опасностью для окружающих. Резинку эту можно купить у Гила Баркера за 2 ежа. Затем благополучно удастся достать алкашу, шерифу, я имел в виду, конечно, звезду. А теперь, прошу прощения, мне нужно вернуться к работе. Я должен найти воров. Шериф вернулся! Но мы знаем, где находятся воры. Эй вы! Сюда нельзя! Кажется, нам самим придется искать воров и спасать свинок. Поплыли! Да. Забрав шляпу и покрасив ее в слюнявых чернилах стариков, второй атрибут вора грозы копов готов. По поводу следующего нужно договориться с кузнецом о пряжке. Он готов сделать ее за бесплатно с какой-то стати из-за того, что Фредди сестра Салли. Но материалы придется собрать самостоятельно. Корпус можно будет забрать у рака Триппета от его почтового домика. Нужно будет заменить его сломанную металлическую дверцу на новую, которую почтальон Эл уже 2 года доставляет. Эта задержка не связана с политикой доставки. Дело в том, что почтовая колесница сломалась, которую можно починить с помощью гайки, которую знакомый Гил продает за 3 ежа. Добрый день. Я могу вам помочь? Ты вернешь мне 20 раковин, Гил? Скоро верну. Насколько скоро? Но у меня есть только несколько ежей. Ты же знаешь, что мне нужны деньги. Не беспокойся. Скоро я заключу прибыльную сделку. Да? Какую? Ну, очень-очень прибыльную. И тогда я отдам тебе долг.
Ну ладно, надеюсь, у тебя все получится. О, да! Отнеся кузнецу все материалы, завершаем лук вора. Стоять! Сюда могут Ой, как дела, воришка? Что ж ты, фраер, сдал назад? Хорошо. Тебя послал главарь, чтобы помочь со свиньями. Я прав? Бедный Морой, он не справляется с ними в одиночку. Что ж, проплывай, он будет рад видеть тебя. Спасибо. Оказавшись внутри базы воров, из-за Лютера детективов раскрывают, поскольку он сидел в шляпе поверх Фредди не очень аккуратно и в итоге выпал. В связи с этим пришлось чалиться в аквариуме, что, конечно, со стороны преступников большое дозволение. Они буквально заперли свою контру на своей базе, что привело к освобождению морских свинок и раскрытию дела. Кстати, свинки вполне равные существа остальным персонажам, и если вдуматься, они просто похищенные рабы, суть которых в итоге быть съеденными себе подобными. Сцена спасения, вероятно, была заимствована разработчиками Rockstar для Red Dead Redemption 2 и включена в миссию «Блаженны ли кроткие». Это момент, когда клетку вырывают из стены тюремные камеры. Что? Нет! Вернитесь! Прошу вас! Мы плывем домой! Ты очень плохо готовишь. Ну и что нам теперь делать, Морой? Думаю, вам нужно сдаться. Именем закона вы арестованы. Далее осталось лишь найти главаря неудачных воришек, коим оказался кузнец. Да-да, я сразу так и подумал. Спалился он на том, что ему нужны были спортивные свиньи, почему он и делал ранее для них гантель. Она и стала главной уликой. Вы думаете, я слишком толстый, да? Нет, просто, В наказание банду приговорили не к рабству, конечно, но точнее увлекательному времяпрепровождению со свинками, которого Фредди в начале игры так жаждала. Так как у них дела? Думаю, они хорошо справляются. На следующие выходные ребята должны были погостить у бабушки Группер. Однако у Фредди и Лютера появились другие планы. Сообщив о них бабушке, они отправились в новопостроенный парк отдыха «Коралловая бухта». Прибыв на место, к сожалению, они узнают, что парк, недолго проработав, был закрыт мэром из-за сообщения об опасном монстре. Дело пахло тайной и загадкой. А это именно то, чем рыбка Фредди и Лютер любят заниматься на выходных. Стайка сердитых рыб делу не поможет. Лютер и я узнаем, что нужно этому чудовищу. Просто дайте нам немного времени. Она все правильно говорит, Марти. Давайте дадим им шанс. Ну хорошо, у вас есть один день. Потом мы прогоним чудовище из парка. Когда ребята отправились разбираться, что да как, оказалось, что без поручения мэра в теперь уже опасную бухту вход запрещен и охраняется милиционершей. Но все же пройти можно было, если бы мэр подписал документ. Сейчас он этого не может сделать, ведь принимают у себя барбера. Дабы ускорить это дело, ребята привезли расческу на 7, что была забыта в салоне парикмахера, угадав с первого раза. Вот и все. Вы так красивы, мэр Марлин. А ты умная рыбка. Знаешь, выглядеть красиво – одна из задач мэра. Я всегда на виду. Мэр Марлин, у нас есть пропуск, который нужно подписать. С его помощью мы сможем попасть в Коралловую бухту, чтобы узнать тайну чудовища. Да, ну, хорошо. У нас действительно есть чудовище, которое пугает местных жителей, да? Да. После они приплыли к рыбе-клоуну. И нет, это не была рыба-клоун. Это была рыба, работающая клоуном по имени Ролла. Имя его, конечно, напоминает мне чей-то ник. Рыбка Ролла продает механическую руку, которая может достать что-либо из любого неприятного места. Смотрите, как он работает. Ух ты! Ловкая работа! Как мне нравится этот прибор! Вы можете показать еще раз, как он работает? Ну, конечно. А также Ролла очень хорошо шутит. Тук-тук. Кто там? Банан. Какой банан? Тук-тук. Кто там? Банан. Какой банан? Тук-тук. Кто там? Лимон. Какой лимон? Такой лимон. Скажи спасибо, что не сказал банан. Войдя в парк по разрешению мэра, рыбка Фредди находит непонятный круглый погрызанный объедок. Здесь, наверное, побывало морское чудище.
Я так и подумала, Лютер. Наверное, морское чудище ело морской сыр и уронило этот кусок. Уже в лаборатории ученого они узнают, что микроскоп сломан. Чтобы починить его, рыбке Фредди нужно совершить ряд добрых поступков. Она помогает найти и восстановить глиняный кувшин для музыканта. Это происходит при помощи клея, который был подарен местным ИПшкой за починку магазинной вывески. Когда музыкант получил склеенный кувшин, то отдал совсем не звучащую стеклянную бутыль. Эту стекляшку рыба Фредди подарила осьминогу, который нуждался в ней, ведь он построил большой корабль и хотел поместить его в стеклотару. Однако подходящий нигде не мог найти, потому хотел разрушить плоскогубцами свой шедевр. Но теперь за ненадобностью он их отдает. С их помощью ученый мог починить свой микроскоп и увидеть, что на тех объедках были следы зубов явно морского чудовища. Вдруг умняра вспомнил про ключ, на котором были те же самые микробы и частички еды. Это уникальный корм. Похож на морской сыр, и его можно найти только в пещере Тетр. Его едят только морские чудовища. Открыв единственную запертую дверь в Коралловой бухте, детективы прошли внутрь. Там было темно, к чему проком стал выигранный ранее светящийся браслет. Тут ребята помогли рыбке-механичке, чинившей клешню-хваталку, достав ее ожерелье с отверткой прямо из логова зубастой рыбы. Коею Фредди отманила из логова местными снеками, купленными у акулы, подозрительно похожей на зазывалу Гилла. Вы похожи на зазывалу Гилла? Да, потому что мы близнецы. Ирония ситуации была в том, что теперь ее звали Гиллиан, и ее новый облик вызывал больше вопросов, чем ответов о ситуации с возможным рэкетом. Осветив комнату, ребята прочитали список дел подводного чудовища, но мотива запугивания жителей города там не было. Зато они поняли, где искать его самого. Монстрик тусовался в самом глубоком ущелье океана. Для обнаружения этого места сыщики помогли военной рыбине узнать про некие абсолютно несекретные военные базы при помощи компаса, найденного на затонувшей лодке. После чего использовали уже ненужную ей карту для обнаружения ущелья. Но появилась проблемка. Школа не помогла все-таки со всеми аспектами жизни, например, читать военные карты. Вот-вот. Благо, мудрый черепах, умеющий считывать такое, помог. Когда Фредди была уже на финишной прямой к разгадке тайны морского чудовища, владелец бухты Марти Сардини начал толкать народ на линчевание монстра, чтобы жилось им в бухте спокойнее, ну или точнее ему. Однако рыбка Фредди узнает. У монстра, кстати по имени Замфир, имеются все документы не на прошовывание, но на проживание в бухте. А Сардини незаконно расположил парк на этой территории, так еще и коварно захотел прогнать Замфира. Все это время чудище защищало свою территорию, но все из-за страха перед монстром не хотели его воспринимать за равного обитателя океана. Чепуха! Нет такого документа. Покажи этот документ, Замфир. Если ты говоришь правду, то у Марти будут неприятности. Он здесь. Но он был здесь. Документы на проживание пропали вместе с Марти Сардини, прямо на глазах у морских обитателей. Но Фредди знала, где живет Марти, а потому быстро прибыла на место и увидела, как он спрятал бумаги в сейфе. А когда дом остался пустым, Фредди пробралась в него и, разгадав пароль от сейфа, достала бумаги. Но к неудаче в этот момент аферюга вернулся домой. Охрана! Охрана! Ко мне залезли воры! Ко мне залезли воры! Это преступление! Анархия! Вы арестованы. Оставайтесь на местах. Вижу, здесь идет разговор о правах на владение Коралловой бухтой. Что это значит? Марти должен быть арестован за подлог. Этот документ подтверждает права Замфира на бухту. Это правда? Вскоре, предъявив на городском собрании добытые бумаги, жители города приняли извинения Замфира за вызванный им невольно ужас и начали праздновать раскрытое дело, а преступника, как это обычно в рыбном мире и бывает, приговорили к принудительным работам. Вот такие вот пузыри. Спасибо бустерам, которые поддерживают мой канал. Обещаю, скоро там будет эксклюзив. Я вот постараюсь, я вот все сделаю, чтобы там был эксклюзив. Прошу прощения, но все равно спасибо всем, кто поддерживает даже без этого. Безопасности всем. Пока. Пока.